Всем привет! Это снова я, Ами, и сегодня к нам на чашечку чая, у меня, кстати, приготовлен чай, зашел Родион, Project Manager на Age of Magic. Родион, привет! Как дела? Привет, Амина, отлично, рад тебя видеть. Я тоже очень рада тебя видеть, большое спасибо, что пришел к нам. Ну что, если ты готов, то давай начнем наше интервью. Хотела бы сначала спросить один очень важный вопрос, который возник в связи с недавним Хэллоуином. Когда ждать повторения рейда на Императора? Я тоже очень жду его. Недособран Император у меня. В планах есть запустить рейд на Императора в начале следующего года, в январе или в феврале мы его запустим. Еще пока рано точную дату говорить, я точную дату сказать не могу, мы ее еще не определили, но это начало следующего года. Это хорошие новости, очень хорошие. На самом деле хотелось бы, чтобы это событие, этот рейд появлялся в игре почаще. Это возможно? Вы собираетесь его почаще запускать? Да, естественно, очень хочется собрать Императора до конца. Я хочу запускать его чаще. Мы планировали раз в 10 недель его запускать. Как раз вот сейчас мы определяем расписание регулярных событий. До конца ноября закончим определять расписание на весь следующий год. Обязательно будем держать игроков в курсе, какие события у нас будут происходить в 2021 году. Хорошо, спасибо, большое спасибо. Мы надеемся, что вы нас будете держать в курсе. Кстати, а Гоблинус когда будет? Скорее всего, Гоблинус будет не ранее февраля. Он только запустился. Вот, и также планируем запускать его регулярно, раз в 10 недель. Ой, хорошо. Хотелось бы, чтобы Гоблинус не пошел по стопам Императора Крови, чтобы он появлялся в игре почаще, чем раз в год. Вот, еще один актуальный вопрос. Это темные эльфы, и в частности Ная. Ная — это легендарный герой, как Артус. Но, как мы все понимаем, она, по ощущениям, да, в комьюнити у игроков она очень сильно уступает Артусу и вообще не соответствует своему статусу легендарности. Как вы к этому относитесь и собираетесь ли вы что-то с этим делать? Это большая тема. Она в целом не только про Наю, она про баланс героев в игре. Вот. Но я попробую кратко и по существу ответить. Сейчас темные эльфы слабы в защите. Многие пытливые умы наших игроков нашли много способов, как их можно побеждать. Даже с помощью кобольдов я видел видео. И темные эльфы в защите серьезно уступают архонам. Вот. Это не та ситуация, к которой мы хотели прийти. Многие в сообществе, и мы также думаем, говорили про принцип камень-ножницы-бумага. Примерно к этому хочется прийти, и нам кажется, не должно быть какой-то единой универсальной фракции, типа как появились архоны, также теперь темные эльфы, которых никто не бьет. Не должно быть такой ситуации, что есть какая-то одна фракция, которая всех бьет, как было с архонами. В первую очередь мы хотим, чтобы играть было интересно, и можно было выбирать какие-то варианты, кого и кем атаковать. Вот. Принцип камень-ножницы-бумага или что-то похожее на него хочется добиться, и чтобы в арене преследовался этот принцип. Да, я с тобой полностью согласна. Хочется играть разными героями, и только так играть интересно. По поводу, кстати, темных эльфов, ты сказал, что планируете еще кого-то добавлять, да? Есть ведь в планах такое? Да, у нас есть в запасе, в рукаве еще 2 темных эльфа, которых мы планируем выпустить в следующем году. Ну хорошо, будем надеяться, что они усилят этих товарищей и будет играть интереснее. Так, что у нас еще по вопросам есть? Да, очень важный вопрос из сообщества – это новые герои. В последнее время у игроков складывается такое впечатление, что вы постоянно выпускаете новых героев. При этом нет особо новых режимов, хотя недавно вышел 6-й акт, это уже хорошо, но как будто бы не хватает новых режимов и не хватает дополнения существующих фракций. Ты можешь как-то прокомментировать эту ситуацию, что-то сказать, почему так и будет ли это меняться?
Да, могу. По поводу этих новых героев и новых режимов очень простой ответ. Этими направлениями занимаются разные команды. Новые режимы делать сложнее и дольше. А что касается создания героев, то это быстрее и проще. У нас получилось настроить процессы так, что они быстрее производятся, и мы быстрее их делаем. Вот. Режимы более сложно тестировать, разрабатывать, и у них уходит больше времени. Оля в прошлом интервью уже рассказывала про то, что мы выпустим 6-й от компании. Вот, собственно, в прошлом обновлении он увидел свет, и в последнее время мы сейчас активно пилим новые режимы. Это новое подземелье ужасов и новый PvP-режим. Прямо сейчас идет активная фаза тестирования прототипов. И я думаю, что в ближайшее время они увидят свет, скорее всего, может быть, даже до конца. Нет, вряд ли. Скорее всего, в начале следующего года. Отличные новости. Да, кроме этого, хочу сказать, что по поводу новых героев мы услышали и мы знаем, что все очень ждут незаконченной фракции, и в ближайшее время планируем выпустить новых детей леса. Yes, ура! Отличные новости. Спасибо. Мы рады, что нас услышали. И раз уж ты затронул тему нового PvP-режима, то расскажи нам немножко про него, какие у него будут особенности и чем он отличается от текущей арены. Конечно. Во-первых, это будет PvP-режим, то есть игрок против игрока, как текущая арена, только по другим правилам. Во-первых, игроки смогут ставить отряды для защиты. Об этом давно уже просили на текущей арене. Вот в новом режиме это можно будет делать. А во-вторых, можно будет поставить несколько отрядов в защиту и также собрать несколько отрядов для атаки. Собственно, это даст возможность игрокам поиграть разными отрядами, что тоже очень давно просили игроки, чтобы не было возможности, чтобы я мог всех своих классных героев использовать в игре. Очень клево, это очень интересно. Давайте скорее пилите новый PvP-режим, мы ждем. Кстати, будет ли какое-то ограничение по боям? Как раз в этот момент сейчас тестируем на плейтестах. Пока непонятно, какое именно будет ограничение. Игроки разные, у всех разное время есть у кого-то есть время, чтобы провести много боев, у кого-то нет этого времени. Нам нужно как раз сейчас найти баланс, сколько будет оптимальным. Хорошо, понятно. Еще один вопрос. Он очень актуален для наших игроков и в том числе для наших китайских игроков. Это длительность клановой войны. В последний раз вы анонсировали, что длительность клановой войны будет сокращена до 33 часов. Этого пока еще не было сделано, но уже по существующему фидбэку от игроков можно сказать, что игрокам эта идея не очень понравилась, потому что 33 часа — это как бы ни туда, ни сюда, ставит игроков в неравные условия, потому что у кого-то ночь, у кого-то день, например, у китайцев будет заканчиваться КВ в 5 утра, у кого-то там в 2 часа ночи, но не очень удобно игрокам, и очень часто мы получаем фидбэк о том, что игроки хотели бы, чтобы клановая война длилась 24 часа. Тогда это будет не так изнурительно для игроков, а также это будет удобно для всех. Как вы на это смотрите? Собираетесь ли вы сократить клановую войну до 24 часов? И вообще рассматриваете ли вы этот вариант? Да, мы, естественно, рассматриваем этот вариант. Это предложение от игроков. Очень многие о нем писали и слышали о нем. Дело в том, что мы не можем просто взять и сократить длительность до 24 часов. Мы можем это поправить в конфиге, но это не совсем то, что нужно сделать. Если мы это сделаем, то у некоторых игроков война будет начинаться ночью, а у некоторых она будет начинаться днем. И это всех поставит игроков в невыгодное положение и создаст неравные условия. Собственно, это не есть цель PvP-режима. Поэтому для сокращения длительности до 24 часов нам придется изменить время начала для разных часовых поясов, чтобы в разных часовых поясах начиналась война в разное время. Либо нам нужно изменить механику таким образом, чтобы снизить преимущество активных действий в самом начале войны. Вот какое именно решение здесь будет принято, мы еще обсуждаем. Реализация того и другого займет продолжительное, скорее всего, время, но мы оба их рассматриваем. Как только решение будет, мы официальный анонс обязательно сделаем.
Да, хорошо. Я очень рада, что вы все-таки рассматриваете эти варианты, потому что это действительно очень нужно, и игроки об этом очень часто говорят. Еще один вопрос по поводу клановой войны. Собираетесь ли вы добавлять какое-то разнообразие в даты и время начала клановой войны? Пока планируем запускать только по субботам в 15:00 по Москве, так как это время удобное для большинства игроков в нашей игре. Вот, понятно, что кому-то неудобно сейчас, вот, но большинству сейчас именно такой вариант удобен. Мы периодически получаем, да, запросы на ротацию этого времени, но их пока недостаточно, чтобы реализовать это. Если в будущем таких запросов будет больше, мы рассмотрим вариант о том, чтобы менять периодически время старта и день недели. Ясно. Понятно. У нас еще осталось немножко времени. Хочу тебе задать пару маленьких вопросов. Например, когда снова появится акция на удвоенное золото? Не знаю, сам бы купил. С этой акцией такое дело. Золото, с ним нужно быть очень осторожным. Золото – это основа экономики игры, и такие распродажи можно проводить не чаще, чем раз в год, в принципе, в игре. Вот, могу только сказать, что скоро в игре появится несколько новых регулярных выгодных предложений на золото. Вот, они будут, это не удвоение, другие предложения, но они появятся довольно скоро. Кстати, вот пока ты про золото говорил, я вспомнила, что у меня есть еще один очень важный вопрос. Он на самом деле не такой короткий, как я думала, но он очень важный. Это турнир. Текущий турнир, он как-то малость всем надоел. Игроки говорят, что он изнурительный, такой долгий, 40 боев в один день, ну тяжело вообще. Планируете ли вы как-то это менять? Может быть, есть какие-то планы уже или идеи? Расскажешь нам? Да, я могу тут немножко поделиться. Согласен, что турнир на самых высоких уровнях скучноват, вот. Но для новичков, кто только начал играть в Age of Magic, турнир в текущем виде доставляет много удовольствия, особенно когда получается побеждать. Вот. Я проводил довольно много интервью и спрашивал про турнир, вот, и игроки не разделились. Изменить текущий турнир хочется. Есть идеи, как сделать его чуть более интересным. Могу рассказать о проблемах, которые мы видим. Вот, во-первых, турнир длительный. 40 боев провести очень сложно, чтобы оказаться на первом месте. Вот. Во-вторых, турнир проходит только в определенный день недели. Не у всех игроков есть время в этот день недели тратить время на 40 боев. Вот. И в-третьих, очень большая цена ошибки. Если по какой-то причине или из-за рандома ты проигрываешь бой, то до свидания, ты потерял неделю времени. Вот. Эти проблемы хочется решить. Как именно их решить? Есть идеи, но пока мы не пришли к какому-то единому решению. Ну, это уже что-то, это здорово, что мы видим эти проблемы, да, которые в том числе видят и игроки, и надеюсь, что после этого мы уже сможем искать решение. Кстати, еще один вопрос, он действительно пришел к нам прямо из сообщества. Игроки спрашивали, не планируем ли мы изменить базовый интерфейс игры. Дело в том, что он практически не менялся с момента запуска игры, а сейчас игра все сложнее, и появляется острая необходимость и потребность в том, чтобы, например, были дополнительные колонки во время выбора героев. Иначе там игрокам приходится очень долго скроллить, например, во время клановой войны. Что мы планируем с этим сделать, когда мы увидим какой-то новый интерфейс в игре? Да, по интерфейсу есть 3 основные боли, которые хочется решить. Первое – это интерфейс сбора отряда, про который ты говоришь. Второе – это быстрый переход к рейду. Сейчас он спрятан. И третья проблема – это чат. Клановый чат. С ним очень много интерфейсных проблем. По всем 3 есть готовая документация. Она ждет часа, когда появится свободный слот в разработке. По срокам реализации, к сожалению, пока не могу сказать. Мы сейчас скорее хотим сосредоточиться на новых игровых режимах в первую очередь. Да, поддерживаю. Давайте сосредоточимся на новых игровых режимах. Действительно, это, наверное, сейчас более актуально, и это то, чего действительно ждут наши игроки. Кстати,
Вот, наверное, буквально последний вопрос, то, что у нас уже совсем мало времени осталось. Это тренировочный режим. Рассматриваете ли вы разработку такого режима? Я помню, что когда мы проводили с тобой интервью, периодически, да, эту тему мы затрагивали. Вот. Что ты про это думаешь, и будет ли оно в игре? Скорее не будет. Да, мы исследовали этот вопрос с нашими игроками. Основная боль игроков в том, что игра сейчас наказывает за проигрыш. Вот, и у нас есть ограничения по количеству попыток. То есть мало возможностей поэкспериментировать. Вот это является основной проблемой, почему игроки хотят именно тренировочный режим. Мы хотим скорее исправить эту ситуацию с вводом новых режимов. Как раз, чтобы в них была возможность без штрафов поиграть разными отрядами, попробовать этого, попробовать другого. Возможно, это получится сделать уже в ближайших режимах, вот, которые мы сейчас разрабатываем, но не факт, это покажут плей-тесты. Я так понимаю, ты имеешь в виду новый PvP-режим, да, возможно, который вы сейчас тестируете? Хорошо. Отлично. На самом деле, очень здорово, Родион, очень интересные вопросы мы с тобой сегодня затронули. Вот. Я думаю, что нам пора с тобой закругляться, потому что уже совсем нет времени. Большое тебе спасибо за подробные ответы на мои достаточно каверзные вопросы. Ребят, спасибо большое за то, что смотрели это видео. Я очень надеюсь, что вам нравится такой формат. Пожалуйста, ставьте лайки. Если есть какие-то вопросы, то пишите комментарии, и мы постараемся на них ответить, а также учесть их в следующих интервью. Всем пока! Пока!